Мужчина по имени Джек возвращался домой после тяжелого трудового дня. Комната была тускло освещена, а воздух напоминал о напряжении, которое он пронес с собой из офиса. Этот день стал для него настоящим испытанием. Его уволили с работы из-за сокращения штатов в компании. Джек долго и старательно трудился над проектами, вкладывая душу в свою работу, и теперь, оказавшись без средств к существованию, он чувствовал себя опустошенным и расстроенным. Сидя в переполненном вагоне метро, он пытался собрать свои мысли. В голове проносились разные сценарии, как он может справиться с этой ситуацией. Но тревога о будущем лишь усиливала его беспокойство. Поездка длилась около 50 минут, и на третьей остановке в вагон вошла беременная женщина. Как только она вошла, Джек заметил, что ее лицо выдавало усталость. Вагон был полон, и свободных мест не осталось. Когда Джек заметил, как женщина с трудом держится за поручень, он встал и уступил ей свое место. Она благодарно улыбнулась и села. В тот момент, когда она отдохнула, Джек почувствовал, что хотя бы этот маленький жест доброты мог сделать ее день немного легче. Пока она садилась, Джек обратил внимание, как ей было трудно, и подумал о том, что у него тоже есть свои проблемы, но это не помешало ему проявить человечность. Женщина, которую звали Лилит, начала разговор. Они обменялись несколькими словами, и вскоре Джек, не сдерживая эмоций, рассказал ей о своих трудностях на работе. Он поведал, как много времени и усилий он вложил в свою прежнюю должность, как неожиданно все это рухнуло. Лилит внимательно слушала его, и в ее глазах читалось понимание и сочувствие. Когда Джек закончил свой рассказ, Лилит ободряюще улыбнулась и сказала: «Не переживай, все будет хорошо. У меня есть для тебя идея». Она достала из сумки визитку и протянула ее ему. «Это компания моего мужа. Я могу поговорить с ним и рассказать о тебе. Возможно, у них есть открытая вакансия, и они смогут тебя взять». Джек был безмерно рад и благодарен Лилит за ее доброту. Он не ожидал, что простое общение с незнакомкой может привести к такой возможности. Они обменялись контактами, и на следующей остановке Лилит вышла, оставив Джека с надеждой. Выйдя из метро, он продолжал думать о разговоре с ней. Он не знал, как сложится его жизнь, но теперь у него появилась искорка надежды. Джек стал размышлять о своих планах на будущее, как бы он мог изменить свою жизнь к лучшему и что написать в своем резюме. В следующие дни Джек не мог избавиться от мысли о работе, о том, как важно иметь возможность обеспечить себя и свою семью. Он начал составлять список своих навыков и достижений, готовясь к собеседованию, которое, как он надеялся, скоро состоится. Каждый день он подходил к этому делу с новыми силами, убирая вещи на столе, составляя букет своих лучших качеств и умений, тщательно планируя, как он будет вести себя на собеседовании. 3 дня спустя, когда Джек наконец решился, он пришел по указанному адресу, который был написан на визитке Лилит. Его сердце колотилось от волнения, когда он входил в офис компании. Красивое здание с высокими окнами и современным дизайном рождало надежду. Освежающий запах кофе и легкая музыка встречали его, словно говорили: «Ты здесь не случайно». На собеседовании ему сказали, что его порекомендовала Лилит, и это сыграло ключевую роль в его трудоустройстве. Джек прошел собеседование успешно, и вскоре ему предложили работу. Он вышел из офиса с широкой улыбкой на лице, полон надежды и благодарности. Посетив это место, он нашел новую семью. Людей, которым было не все равно на коллег, и которые были готовы поддержать его в трудные минуты. На обратном пути домой Джек размышлял о том, как иногда простые жесты могут иметь огромное значение. Он понимал, что благодаря доброте незнакомки его жизнь изменилась в лучшую сторону. Он решил, что теперь, когда у него есть возможность, он обязательно будет помогать другим так же, как когда-то помогла ему Лилит. Джек начал активно участвовать в жизни своего района,
помогая людям, нуждающимся в поддержке. Он записался волонтером в местном центре помощи, где использовал свой опыт, чтобы вдохновлять других не сдаваться в трудные времена. Его история о том, как доброта может изменить жизнь, вдохновила многих, и он понял, что каждый из нас может стать светом в чьей-то жизни. Однажды, находясь в центре помощи, он встретил молодую женщину по имени Кэтрин, которая переживала тяжелый период, потеряв свою работу и находясь в состоянии стресса. Узнав о ее ситуации, Джек вспомнил свое собственное горькое время и, вспомнив Лилит, решил, что должен помочь Кэтрин. Он предложил ей свою помощь, и вместе они стали работать над ее резюме, а также готовиться к собеседованиям. Видя, как ее уверенность растет с каждым днем, Джек чувствовал себя счастливым. Его собственная история вдохновляла других, а это порождало еще больше доброты и поддержки. Кэтрин стала успешно проходить собеседование, и спустя несколько месяцев ей предложили работу. Она не могла сдержать слезы, когда Джек пришел поддержать ее на новом месте. Это было не просто карьера, это был новый этап в ее жизни, и она знала, что Джек сыграл ключевую роль в ее успехе. Со временем Джек продолжил свое дело, помогая все большему количеству людей находить работу и справляться с трудностями. Он организовывал семинары и мастер-классы, на которых обучал свои навыки других. Его личная история становилась вдохновением для многих, и он всегда подчеркивал, как важно помогать друг другу, как это однажды сделала Лилит для него. Джек также начал поддерживать различные благотворительные проекты, объединившись с несколькими местными некоммерческими организациями. Он стал инициатором программы по подготовке людей к трудоустройству, предложив советы по написанию резюме и подготовке к собеседованиям. Этот опыт стал не только способом помочь обществу, но и важной частью его жизни. Его работа и стремления приносили плоды. Джек не только изменял свою жизнь, но и вдохновлял других. У него завязались новые знакомства, и он стал частью сообщества, где каждый стремился помочь друг другу. Одним из таких друзей стал его коллега по программе поддержки, парень по имени Эдвард, который, как и Джек, когда-то пережил тяжелые времена. Эдвард также начал свой путь к исцелению и переменам. Они с Джеком стали лучшими друзьями и делились своими успехами и вызовами, поддерживая друг друга на каждом шагу. Их связь укрепила их желание помогать другим, и вместе они начали запускать еще больше инициатив, охватывающих разные аспекты помощи людям в нужде. Вскоре Джек осознал, что его деятельность не осталась незамеченной. Он стал получать благодарности от людей, кому он помог, и это придавало ему новую силу. Он чувствовал себя частью чего-то большего, чем просто работа. Он стал частью движения добра и надежды. Так время летело, и с каждым годом Джек продолжал расширять свою программу. Он организовывал мероприятия, на которых люди могли делиться своими историями и получать поддержку. Он собрал команду единомышленников, и их совместные усилия стали настоящим символом перемен в сообществе. Прошло несколько лет, и Джек решил организовать большой фестиваль, на котором бы собрались все те, кому он помог, а также те, кто желал поддержать благие начинания – фестиваль надежды. Это была прекрасная возможность для людей собраться вместе, поделиться своим опытом и вдохновить друг друга на новые свершения. Фестиваль прошел с огромным успехом. Люди делились своими историями, восхваляли жесты доброты и, что было самое главное, создавали связи, которые помогали друг другу. Джек стоял на сцене и смотрел на улыбающиеся лица. Несколько лет назад они могли быть похожи на него, потерянные и в отчаянии. Теперь они знали, что есть надежда и что каждый человек может изменить чью-то жизнь своим добрым поступком. После фестиваля Джек задумался, как бы отдать должное Лилит, той самой женщине, которая внезапно появилась в его жизни в метро и изменила его судьбу. Он нашел ее контакт и написал сообщение, в котором поблагодарил ее за все. Когда она ответила,
Это было как солнечный свет в темный день. Она не знала об успехах Джека, и его признание вдохновило ее тоже. Вскоре они вновь встретились и провели вместе день, вспоминая о том, как все началось, как неожиданный разговор в метро изменил их жизни. Джек рассказал ей о своих успехах и о помощи, которую он теперь предоставляет другим. Лилит была так горда, что ее доброта привела к такому множеству изменений. Они оба понимали, что маленькие жесты могут не просто повлиять на чью-то жизнь, но и создать цепную реакцию добра, которая затрагивает многих, и что каждый может быть тем светом, который освещает путь другим. Так история Джека, Лилит, Кэтрин и Эдварда продолжалась. Не только их жизни были изменены, но и жизни многих людей, которые были вдохновлены их примером. Джек осознал, что его новый путь не просто работа, это его призвание. И когда он вновь смотрел на мир, он понимал, что каждый из нас способен дарить надежду другим, помогать в трудностях и находить счастье в доброте. Добро, как семя, посеянное в сердце, может вырасти в нечто удивительное и изменить жизнь так, как никогда не ожидали. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.